Сдача украинских территорий Москве, возложение цветов Путиным на могилы солдат ВСУ и ВС РФ, а также символическое единство русского, белорусского и украинского народов. Реакция России и Украины на резонансное интервью бывшего советника Офиса президента Украины Арестовича. Зеленский делает заявление для России и Запада. Громкое признание. В Польше намекнули на амнезию у Меркель. Жесткая реакция на заявление бывшего канцлера Германии, которая озвучила причины начала войны в Украине и почему не остановила Путина. Коррупционные схемы в оборонке. Западная пресса пишет о масштабных расходах и подозрительных военных контрактах в Украине. Скандал и в России. Кого из Росгвардии Москва отправила за решетку, отобрав 25 миллионов рублей. Удар по российскому тылу, взрывы в Тюмени в 2000 километрах от Украины, что известно. Россия перебрасывает войска в страну-союзницу, и речь не о Беларуси. Как Кремль укрепляет связи с армией, которая немногим уступает по военной мощи США и Китаю. Масштабный скандал в армии Казахстана. Официальное заявление из-за утечки в сеть скандальных кадров. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Братко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Россия отправляет войска в Индию не на парад, а на прокачку боевых навыков. Нью-Дели и Москва заявляют о сближении и начале масштабных совместных военных учений Индра-2025. Все происходит на индийском полигоне Махаджан. Заявляется, что основной целью этих маневров будет, далее цитата, «отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций». При этом Индия и Россия заявляют, что особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях. Индия открыто говорит, совместное учение – это свидетельство, далее цитата, «нашей коллективной приверженности к глобальному миру и безопасности. В течение следующих 2 недель мы проведем интенсивную подготовку, включающую сценарии, отражающие сложный характер современных конфликтов». При этом военные Индии заявляют, что объединенная сила – это самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир. Пенсионный шок в Германии. Экономисты бьют тревогу. Чтобы не обрушить пенсионную систему, немцам придется работать почти до 75 лет. Об этом пишет Bild со ссылкой на отчет научно-консультативной группы, в состав которой вошли 4 немецких экономиста. Именно они предлагают правительству повысить пенсионный возраст до 73 лет к 2060 году, привязав его к продолжительности жизни. Причины просты и жесткие. Экономика стагнирует, производительность низкая, население стремительно стареет. В пример приводят Данию, где пенсионный возраст уже растет вместе с продолжительностью жизни и к 2040 году достигнет 70 лет. Германия должна идти тем же путем, считают эксперты. Друзья, знаю, что многие из моих зрителей – это люди старшего возраста, многие уже на пенсии. Как вы считаете, работать до 73 лет – это нормально или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В Польше намекнули на амнезию Меркель. Польский министр иностранных дел Сикорский отреагировал на свежее интервью бывшего канцлера Германии, в котором она обвинила Варшаву и страны Балтии во вторжении Путина в Украину. По словам Сикорского, это такая же правда, как и то, что Меркель написала в мемуарах, будто никто из Центральной Европы не протестовал против Северного потока. При этом министр упрекнул Меркель в забывчивости. Посмотрите на реакцию правительства Германии на мои слова 2007 года о том, что нам не нравятся соглашения, которые идут в обход наших интересов. Очевидно, канцлер забыла, как ее собственное правительство отреагировало на наши протесты. Напомню, в интервью венгерскому изданию Меркель, в частности, рассуждала о причинах войны в Украине. По ее мнению, одна из них – это пандемия коронавируса. Ковид, говорит Меркель, изменил мировую политику, поскольку долгое время лидеры стран не могли встречаться лично. Она напомнила, что Путин, боясь заразиться, не участвовал во встрече G20 в 2021 году, а видеоконференции для решения таких важных вопросов не подходят, заявила бывшая канцлер Германии. На вопрос журналиста о большой влиятельности Меркель в те годы она заверила, что никогда не ощущала чрезмерную власть. При этом Меркель заявила, что Украина должна остаться суверенным государством, а Россия не выиграть войну. Тем не менее, и сегодня я считаю, что главный вопрос заключается в том, как будет развиваться война России против Украины.
С одной стороны, нам, Европе, нужно становиться военным образом сильнее, и Европа действительно делает это. Но я также считаю, что, как и во времена Холодной войны, всегда необходима дипломатия. То есть нужно постоянно думать о том, как дипломатия может действовать. Поэтому нужно уделять внимание обоим направлениям одновременно, чтобы Россия не выиграла войну, а Украина стала суверенным, свободным государством. Меркель также вспомнила 2014 год, начало войны на Донбассе и Минское соглашение. Она заявила, что Россия никогда его полностью не выполняла, однако именно этот договор несколько смягчил ситуацию и позволил Украине накопить силы, отметила экс-канцлер. Летом 2021 года, за полгода до начала войны в Украине, Меркель якобы почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез. Но предотвратить нападение, говорит Меркель, она не успела, поскольку ушла в отставку. Мерц обвинил Россию в дроновых атаках на Германию. Подобные вторжения в европейское воздушное пространство канцлер Германии считает попытками шпионажа со стороны Кремля. Говорит, что сейчас идет расследование каждого инцидента и, далее цитата, «независимо от происхождения, это представляет серьезную угрозу нашей безопасности». «Мы сталкиваемся с угрозой в масштабе, которого не видели в последние годы», — сказал Мерц. «Мы работаем интенсивно, в том числе в рамках ЕС и НАТО, чтобы принять решение о том, как противостоять этой угрозе». Мерц отметил, что нет доказательств того, что какие-либо из дронов несли оружие. Кремль ответил Берлину, там уверяют, оснований обвинять Россию в ситуации с БПЛА в Европе нет. А в российском МИДе высмеяли заявление Мерца и посоветовали для начала разобраться, кто подорвал «Северный поток». Берлин до сих пор не разобрался, что произошло с потоками газопровода «Северный поток», и до сих пор не знает, кто их взорвал. Похоже, что с дронами они разберутся только в следующем веке. Отдал бы россиянам 4 области Украины и Крым, возлагал бы цветы на могилах российских солдат, а также признал бы символическое единство русского, белорусского и украинского народов. Это лишь часть громких заявлений бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который дал интервью российской ведущей Собчак для канала «Осторожно, Собчак». В интервью, которое длится практически 3 часа, Арестович рассказывает о своих политамбициях и планах, видении будущего Украины, озвучивает сценарии завершения российско-украинской войны, вспоминает, какими были переговоры и о чем договорились в свое время Киев и Москва. Также рассказывает о том, как часто переобувается и считает ли себя Остапом Бендером современности. Самое резонансное заявление Арестовича – это его готовность выполнить условия Москвы и вывести войска из нескольких областей Украины, установить новую линию разграничения. Это при условии, что он станет президентом Украины. Заявление бывшего советника Офиса президента было во многом негативно воспринято с двух сторон. В Украине, где против Арестовича Зеленский ввел санкции в 2024 году, на месседжи экс-советника отреагировали в Совете нацбезопасности и обороны. И вот как. Смотрите, с точки зрения политтехнологий, Арестович – 0. Бешеные показатели недоверия и попытки работать на пророссийский электорат. Тот случай, когда очень хотел, стал пропагандистом другой стороны и обделался. Обиженный на весь мир. Информационный Остап Бендер. В России же за свои прежние высказывания в адрес россиян Арестович в 2023 году был внесен в список террористов и экстремистов. На его интервью с Собчак отреагировала российская пресса, в том числе связанная с Кремлем. Читателям напомнили то, как часто Арестович меняет свою точку зрения. Алексей Арестович уже давно что в Незалежной, что в России имеет репутацию человека, у которого язык без костей. На протяжении последних 20 лет он неоднократно радикально менял свои взгляды, придерживаясь то пророссийских, то откровенно националистических украинских убеждений. Как бы ни отрицал это в последнем интервью сам пропагандист. Отдельный вид искусства – это комментарии под самим интервью. Их количество близится к 20 тысячам. И украинцы, и россияне вспоминают легендарные 2-3 недели Арестовича, а также все его прежние прогнозы. И с сарказмом пишут о нынешних заявлениях бывшего советника. Друзья, как считаете, каков главный месседж этого интервью Арестович-Собчак, учитывая историю каждого из них? Каковы цели преследуются? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях под видео. И пока вы там, если не тяжело, как всегда, поставьте лайк и подпишитесь, а я продолжаю.
Нештатная ситуация и дальнобойный удар. В России заявили о беспилотниках, появившихся в небе над тюменским микрорайоном Антипино. Там после атаки дронов пропала связь и интернет, пишут российские медиа. Целью беспилотников при этом должен был стать Антипинский НПЗ. Украинские СМИ акцентируют внимание. Дроны долетели до Тюмени, преодолев более 2000 километров от Украины. В России подтверждают воздушную атаку, но уверяют, что дроны не сдетонировали. В сети же при этом публиковались такие кадры с места событий. Информация об обнаружении беспилотных летательных аппаратов поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Уже ближе к полуночи российские мониторинговые каналы массово начали писать об угрозе ударов по тылу России, в частности и по тыловым НПЗ. ВСУ запустили целый рой ударных БПЛА. В первом часу 7 октября соцсети заполонили видео и информация о пролетах, а также взрывах в разных регионах РФ. При этом массированный налет не случайный. 7 октября Путину исполняется 73 года. Украинские осинт-каналы, которые первыми публикуют видео последствий ударов, писали, что ночной удар по России – это подарки Путину ко дню рождения. У Путина день рождения. Долетят ли подарки? Зеленский при этом накануне сделал громкое заявление: для России по территории РФ бьют не только дронами украинского производства. В последние дни Украина использует исключительно украинские разработки и не только дроны. И, исходя из этих ударов, я думаю, люди могут понять по фрагментам, которые появляются в социальных сетях, где использовались дроны, а где не дроны. Практически одновременно с этим заявлением Зеленского на страницах New York Times вышел материал под названием «Внутренние аудиты проливают свет на секретные расходы Украины на вооружение». Автор материала пишет, что Украина создала оборонную промышленность, выпускающую тысячи артснарядов, бронемашин и дронов в огромном разнообразии моделей и возможностей. И далее цитата. «Однако по мере того, как миллиарды долларов перетекают из бюджета украинской армии к отечественным производителям оружия при поддержке европейских доноров, значительная часть этих расходов окутана военной тайной. Это вызывает тревогу у аналитиков и активистов, которые утверждают, что Украина добилась незначительного прогресса в обуздании давней коррупции в сфере военных закупок». В материале также говорится, что одной из главных причин для беспокойства аудиторов, проверяющих государственные военные расходы, стало неоднократное заключение Киевом контрактов с компаниями, предложившими более высокие цены, чем их конкуренты, без объяснения причин. Как показывают внутренние государственные аудиты, изученные The New York Times, за чуть более года было подписано десятки подобных контрактов. Кроме того, были выявлены случаи просроченных или неполных поставок, а также предоплат за вооружение, которые так и не были поставлены. Само по себе заключение контрактов с более дорогими поставщиками не обязательно свидетельствует о коррупции или неэффективных тратах. При этом аудиторы, которые изучали закупки, осуществленные Агентством оборонных закупок Украины с начала 2024 года по март 2025 года, не предъявили обвинений в краже или хищении, хотя некоторые контракты были переданы в правоохранительные органы для проверки. При этом в отчете уточняют, что десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, дронов и другого вооружения были заключены не с теми, кто предложил наименьшую цену. Суммарная разница между низшими предложениями и фактическими контрактами не менее 129 миллионов долларов, пишет New York Times. Коррупционное дело и в России. Суд арестовал имущество экс-замглавкома Росгвардии генерала Стригунова. Стоимость его активов более 25 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете РФ. Стригунова обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении властью. По данным следствия, в 2014 году генерал курировал многомиллионный госконтракт по строительству учебного центра в Кемеровской области и поручил возвести здание на участке, который был недалеко от аэропорта и не подходил для строительства. Также Стригунова уличили во многочисленных взятках, которые он получал от бизнесменов за покровительство при выполнении строительных госконтрактов. По данным СК РФ, общая сумма незаконных выплат превысила 66 миллионов рублей. Обвиняемого задержали в Москве летом этого года. Сейчас он находится в СИЗО.
Россия обвиняет Лондон в подготовке атаки на судно в одном из портов Европы. В СВР РФ считают, что британцы в бешенстве из-за того, что не смогли нанести стратегическое поражение России в Украине. В Москве заявляют, что суть провокации такова. Диверсию осуществят россияне, воюющие на стороне ВСУ. Они, вероятно, должны атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из европейских портов. При этом ответственность за удар возложат на Кремль, убеждены в СВР. Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о злостных агентах Кремля для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации единой Европы для борьбы с российской агрессией. Напомню, лишь неделю назад в СВР заявляли, что Украина готовит провокацию с забросом ДРГ в Польшу, а в августе этого года в СВР уверяли, что Великобритания разрабатывает крупную диверсию с одним или несколькими танкерами, перевозящими российскую нефть. При этом Европа говорит, что это Кремль обсуждает сценарий нападения на НАТО. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью польскому изданию «Газета Выборча», ссылаясь на данные западных разведок. Он отметил, что российская армия погрязла в Украине, но при этом адаптировалась к современной тактике и активно наращивает производство вооружений. Похоже, Россия проверяет нас и показывает наше слабое место. Хорошая новость в том, что мы быстро поняли, в чем проблема, и начнем защищаться от подобных провокаций. Нет смысла больше спрашивать, почему у нас такие отставания в защите от дронов. Нужно действовать. Я как раз вернулся из Хельсинки, где встречался с 10 министрами обороны. Мы решили, что построим европейскую стену против дронов. Напомню, что в России заявляли, что не собираются нападать ни на одну из стран НАТО. Офицер из Казахстана опозорился на весь мир. В сети распространилась запись онлайн-совещания Департамента по делам обороны Кызылординской области. На видео слышно, как начальник департамента грубо с матами разговаривает с подчиненными, а затем отправляет одного из них на аттестацию, по сути на комиссию, которая определяет профпригодность военного. Как сообщает издание Тенгри Ньюс, в Минобороны Казахстана подтвердили, видео не фейк. Внутреннее совещание военных проходило в июне этого года. Из-за нецензурных выражений начальника в адрес подчиненного проводится служебная проверка. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно.